Я проанализировал все популярные гошные роудмапы на русском ютубе. И знаешь что? 75% из них останавливаются на уровне хендлер, база, ну и синтаксис. Не, безусловно, это все важно, но это лишь один уровень. Graceful Shutdown? Нет ни у кого. Health чеков нигде не упоминали. Как сервис будет работать в продакшене, как его деплоить, чтобы он ничего не разломал. Да почти никто про это не говорит. Вот полноценно архитектуры от начала до конца, от написания кода до деплоя, ни у кого нет. Этот roadmap — попытка как раз таки эту брешь закрыть. Собрать полноценную картину, которую я видел на протяжении 5 лет работы гошником. Этот roadmap для тех, кто хочет работать на Golang. Переходишь с Java, PHP или Python на гошку, этот roadmap поможет увидеть тебе полную картину того, чего нужно учить. Уже пишешь на Golang? Он поможет тебе восполнить пробелы, увидеть, что еще можно доучить. Особенно обрати внимание на 3 и 4 уровень. И если только начинаешь писать на гошке, например, ты там студент технического вуза, то будет сложновато, конечно, но зато ты поймешь траекторию, куда нужно двигаться, что учить, в какой последовательности и так далее. А в описании можешь найти ссылочку на PDF этого роудмапа. Этот роудмап построен по прогрессии усложнения. То есть начнем с каких-то основ и закончим серьезным продакшеном. Освоим базу, так сказать, а потом уже посмотрим на всякие микросервисы, observability, bottleneck, health чеки, кубернетисы и так далее. Если ты уже пишешь на Golang, конечно, не лишним будет базу повторить, заполнить пробелы, но если заскучаешь, то обрати внимание на тайм-коды, прыгай по ним, где интересно. По каждой теме я накину минимум, который нужно знать уже прямо сейчас, и приведу примеры вопросов с собеседований, которые встречаются по этим темам. А если захочешь в какую-то тему углубиться, то в описании будут ссылки на подробные гайды по этим темам. А если ты сейчас думаешь, нахера мне учить этот Go? Есть же Cloud-код, курсор, кодекс, то я об этом тоже обязательно скажу в конце ролика. Спойлер. AI делает важность этого роудмапа только выше, а не ниже, как ты мог подумать. Но об этом позже. Окей, начнем с фундамента. Синтаксис — это как раз та точка, с которой все стартуют, и некоторые тут уже начинают застревать. Тут главное понимать, что синтаксис не является самой целью, это фундамент, на котором дальше строится все обучение. Не нужно вгрызаться в эти многотомные учебники по 500 страниц и пытаться весь синтаксис освоить за раз. Смысла в этом нет, главное ухватить основы. Переменные, циклы, условия, слайсы, маппы, структуры, интерфейсы. Вот это вот то базовое, что нужно понять и дальше уже идти применять. Забавный факт для тех, кто переходит с Java или PHP. В Гошке интерфейсы работают не так, что ты написал интерфейс, потом пишешь какой-то класс, который типа наследует интерфейс. На самом деле тут используется утинная типизация. Тебе нужно в тупую реализовать методы, которые есть в интерфейсе, в рамках структуры. И ничего не нужно прописывать, структура автоматически начинает удовлетворять интерфейсу. Сколько времени на все это тратить? Если ты переходишь с другого языка программирования, у тебя уже есть какой-то опыт, то, наверное, от 2 до 4 недель, не больше. Если совсем с нуля и понимания программирования не было вообще, то 4-6 недель. Ну и главным подспорьем в этом всем будет выступать GoTour. Это специальный учебник интерактивный, который команда Go сделала. Ссылка будет в описании. Самое главное, не трать кучу времени ты на эти освоение основ. Освоил какую-то минимальную базу и пошел писать код. Остальное доучишь по ходу. И это не безалаберность какая-то, что ой, я не выучил до конца. Нет, так правильно делать. Потому что именно в практике ты поймешь, нахера нужны какие другие пакеты. И будешь их осваивать по мере нужды. А теперь парочку примеров, чего могут спрашивать на собесе про синтаксис. Вот, например, вопрос про деферы. Смотри, у нас тут объявляется дефер некоторый, да, который какой-то принт делает. И фишка в том, что ты думаешь, если последовательно это выводится start, deferred, end. Но на самом деле defer-то выполняется после окончания функции. Значит, сперва напечатается start, потом end, а потом deferred. Пример простой, но если в синтаксисе не разбираться, можно налажать. Второй пример — это nil интерфейс. Ну, то есть, по факту, ты можешь подумать, что у нас есть стандартный интерфейс error, которому наша ошибочка может удовлетворять, и тебе может показаться, что если мы объявляем указатель на нашу ошибку в виде нила, то она будет всегда нилом. Но если мы нашу ошибку используем как интерфейс, то интерфейс-то под капотом содержит как тип, так и таблицу методов. И, соответственно, как тип он уже проинициализировал, но значения нету. И поэтому два поля интерфейса, одно из них уже проинициализировано, что за конкретный тип удовлетворяет этот интерфейс. А, к сожалению, значения тут нету. И поэтому сам интерфейс не будет nil. Вот на такую хрень могут, например, поймать. Ну или вот классические задачки на слайсы. Что-то там как-то хитро аппендится,
как-то слайс обрезается. И тут нужно тоже уметь понять, как работают все эти механизмы языка. Тупо синтаксис. Синтаксис — это, конечно, фундамент, но главная фишка языка еще впереди. И вот теперь то, ради чего выбирают Golang. Это, конечно же, Go-рутины. Go-рутины и каналы — это, наверное, главная тема на гошных собесах. Как бы там поподлавливать на этих теоретических вопросах, на лайфкодинге дать что-то написать на конкуренцию. Тебе важно знать, что такое Go-рутина, чем она отличается от потока операционной системы, от процесса операционной системы, какие есть примитивы синхронизации, типа там мьютекса, всяких wait-групп и прочих элементов пакета sync. Что такое каналы, какие они бывают, буферизированный, не буферизированный, на чтение, на запись или двухсторонний. В эту кассу тебе могут спросить, как работает планировщик Go, как работает сборщик мусора и прочие нюансы. И тут важно то, что не только теоретически надо все это понимать, нужно понимать, как это дерьмо в коде применять, поскольку сейчас уже меньше, мне кажется, начинают спрашивать этих теоретических вопросов, хотя, конечно, в проброс могут закинуть, но больше именно кода дают. Либо кусок готового кода, типа разберитесь, что тут происходит не так, либо напиши с нуля. Ну и там на арену выходят всякие паттерны. Worker pool, fan in, fan out, pipeline и прочие ребята. Ну вот, например, такая классическая задачка с собеседования. Те говорят: у тебя дана функция без тайм-аута, какая-то сторонняя RPC-процедура, и она может лагать. Ну, то есть там думать минуту, а тебе так не хочется. Тебе нужно написать обертку, которая бы ограничивала 5 секундами выполнение этой функции. Либо все ок, либо через 5 секунд обрубается и тайм-аут. Ну вот, и по факту решение вот такое, что типа мы используем контекст для того, чтобы тайм-аут задать, потом мы в отдельной рутине запускаем нашу процедурку, вот эту, которая может долго висеть, и если она успешно выполнилась, мы в канал запишем результат. Если нет, то мы просто в селекте будем контекст дан слушать, а он пикнет через там 5 секунд, ну когда тайм-аут был задан, и все. И тогда мы спокойненько ликвидируем, сбрасываем вызов этой сторонней процедуры. Вот примерно такие задачи на собеседованиях и встречаются. Нужно в них руку набить, чтобы не попадаться в эти ловушки. Это как, знаешь, тут есть классический вопрос: а как, ребята, остановить Go-рутину? В общем-то, перекликается с этой задачей. Ответ простой: контекст нужно пробрасывать во все Go-рутины, и тогда мы сможем, отменяя контекст, реагировать на него во всех Go-рутинах. Ну или вот еще одна задачка, такая более простая. У нас типа тут какой-то канал задан, мы в него пишем единицу, потом двойку, и потом из него читаем. И мол, что будет. А фишка-то как раз таки в том, что у нас канал-то имеет буфер 1, а как только мы записали в него 1, все, кирдык, мы должны как-то вычитать, иначе мы будем висеть на этой строчке. А поскольку у нас каких-то рутин дополнительных нет, которые читали бы из этого канала, мы тут задедлочимся. Дедлок словим, все. Если хочешь еще примеров с разборами задач с собеседований реальных, то у меня есть несколько роликов, ссылка на них будет в описании. Можешь переходить, смотреть. Go-рутины — это мозг Golang. А что его руки? Конечно же, HTTP. С Go-рутинами разобрались, теперь переходим к тому, чем ты будешь заниматься буквально каждый день на работе. HTTP-хендлеры. Буквально хлеб Go-разработчика. Что нужно знать? Безусловно, важно уметь работать с пакетом net HTTP. Это стандартный пакет гошки. Понимать, как принимать запросы, как обрабатывать тело этого запроса, параметры, как запаковывать их назад, отправлять в ответ, что такое статус-коды, как настраивать middleware. Не лишним, конечно, будет осведомиться и о принципах REST. Безусловно, стоит понимать разницу между UDP и TCP, чтобы не сесть в лужу на собеседованиях, как Александр Ильин со своей legacy хуйней. Теперь немного про роутеры в Golang. На самом деле, ребята из JetBrains исследования проводили и, в общем-то, выяснили, что, оказывается, Gin самый популярный фреймворк для описания HTTP трафика. Но самое интересное другое, что когда вышла Go 1.22, стандартный вот этот пакет Net HTTP сильно расширил свои возможности, стало удобно указывать и методы HTTP-шные, get, put, post и так далее, и while-карты. Ну, это когда вот мы какие-то переменные вшиваем прямо в путь. И с тех пор новые проекты все чаще начинают работать тупо на стандартном пакете. Вот так выглядит как раз таки пример того, как стандартный пакет оформляет эти хендлеры. То есть вот как раз HTTP метод, адрес и хендлер, который будет обслуживать этот HTTP endpoint. Довольно все простенько. А вот те самые while-карты, то есть переменные внутри пути. Сюда динамически подставляются. Ну, что ты там напишешь у себя
в браузере. В экосистеме Go есть разные роутеры, и Jin, который я ранее упоминал, Echo, Fiber, Qi, но на самом деле, если ты хотя бы со стандартным научишься работать, то перейти на другой проблем не составляет. Принципы-то везде общие, поэтому не нужно сидеть и зацикливаться, что нужно выучить все роутеры. Один выучи, хватит. Второй, конечно, важный вопрос, который на собеседованиях любят задавать, а что такое middleware? Что такое? Объясни, как вообще работает. Ну вот, собственно, код этой middleware. По факту это функция, которая автоматически вызываться будет каждый раз при обращении к любой HTTP ручке. Ну, какая-то операция, которую нужно всегда вызывать. Например, хочешь ты логировать каждый запрос свой. Ты же не будешь, в каждом эндпоинте прописывать. Тут залогирую одно, тут залогирую другое. Это неудобно. Ты просто делаешь вот такую HTTP middleware. Вот этот next сервис HTTP это типа, какой-то endpoint, который будет вызван. Мы, то есть, до него засекаем время, а после него мы печатаем лог, где пишем, сколько времени он отработал. Все, один раз написали и ко всем сразу применили. Великолепно. Также эту middleware можно использовать для проверки авторизации, аутентификации. Можно какой-нибудь трейсинг туда навесить, чтобы он там фиксировал точку входа в твой сервис. Много чего можно. Могут на собесе также спросить про различия разных HTTP методов. Например, что такое put и чем он отличается от patch. Прикол-то в том, что и тот метод вроде как про обновление, но важно понимать, что put, он обновляет сразу все поля, которые у тебя, допустим, у сущности есть. А патч, он может избирательно действовать, только какие-то точечно обновить. Могут, кстати говоря, поспрашивать и про идемпотентность, такое умное слово. Оно означает, что твоя ручка, когда ее несколько раз вызывают, например, да, она сделает одно и то же. Например, знаешь, вот когда заказ создается, у тебя есть ручка «Создать заказ». И бывает такое, что у тебя на телефоне что-то подвисло, и ты нажимаешь 2 раза на кнопку. И если система нормально с идемпотентностью не работает, у тебя создастся 2 заказа одинаковых вместо одного. Важно в реализациях иногда предусматривать эту идемпотентность. Просто я тебе суть объяснил, чтобы ты на собесах смог пояснить, что такое. А уже в реальной жизни смотришь, нужно тут или не нужно. Если нужно, реализуешь. Если не нужно, нахрена тебе лишние хлопоты. Хендлер принял данные. Где мы их сохраним? Правильно, в базе. Переходим к базам данных. В мире Гошки, конечно же, номер 1 база является Postgres SQL. Опять же, обращаемся к статистике Stack Overflow. Они говорят, что 55% разработчиков ее используют. А в гошном мире и того выше, тут почти стандарт. Вот с синтаксисом Go разобраться, наверное, не так сложно. Но с базой уже начинаются проблемы, потому что дополнительно тебе нужно осваивать еще и SQL. Безусловно, весь SQL осваивать не надо, хотя бы освоить такие операции, как там select, insert, update, delete, join, having, group, by. И этого вполне будет достаточно для начала. А подключение к базе из Гошки можно осуществлять драйвером PGX. Он, наверное, один из самых популярных. А также миграции на базу данных накатывают частенько с помощью утилиты под названием гусь. Вот типичный пример. Есть SQL-запрос. Мы хотим вывести что-то имя человека и, наверное, количество его заказов. Мы пытаемся заджойнить таблицу юзеров с таблицей заказов, сгруппировать по имени этого пользователя. И условием нашей группировки является то, что у самого пользователя больше 0 заказов. ID мы обращаемся к таблице order, смотрим, есть ли айдишники для этого пользователя. Если их больше, чем один у заказа, значит, больше, чем один заказ. А тут дальше на собеседовании начинаются, в общем-то, варианты. Либо тебя просто спросят, что этот запрос выдаст, либо тебя изначально попросили его написать, озвучив, проблему, что хотим сделать. Либо могут сказать, можно ли заменить в данном примере left join на inner join и такой же результат оставить. Понятно, что если having больше 0 будет оставаться, то результат такой же останется. Но если все-таки мы having уберем, то тогда выборка-то будет различаться, потому что джойны они будут по-разному работать, по-разному будут склеивать эти таблицы две. Индексы. Еще одна тема, на которую могут напирать. Могут спрашивать тебя и типы индексов, которые есть в том же Postgres, чем они друг от друга отличаются, как их правильно задавать. Могут дать тебе бизнес-задачу, сказать, а какой индекс сюда навесить. Это тоже нужно уметь парировать. И третий пример, это уже такой прикладной пример, это транзакции. Конечно, могут теории подрочить, что такое ACID, как транзакции устроены, какие уровни изоляции есть, а может быть просто напиши код на Go.
Ну и вот такой вот типичный гошный код. Мы вот здесь вот типа в первой строчке begin tx создаем объект tx, то есть мы по факту открываем транзакцию. По умолчанию, кстати, в Postgres, ну и в драйвере гошном read committed будет уровень изоляции. Ну и дальше мы сразу в дефере делаем rollback, чтобы не забыть. Почему именно в дефере мы это делаем? Потому что у нас тут есть несколько мест, где мы можем ошибку словить. Поэтому нам важно, чтобы при любом раскладе этот rollback вызвался, если ошибка случилась. Но если ошибки не случилось, то мы делаем commit. Ну, понятное дело, rollback не нужно делать, если уже был сделан commit. Там можно сделать обертку, которая проверит наличие ошибки. Ну и транзакция, в общем-то, нужна для того, чтобы объединить в атомарное действие несколько операций над базой данных. Тут мы обновляем тут что-то какие-то балансы, да, у одного что-то списываем, у другого добавляем. И получается, нам нужно сделать либо обе операции за раз, либо никакие из них не делать. Транзакции в этом помогают. Синтаксис есть, HTTP есть, базы данных есть, и осталось еще парочка навыков, которые не хватает для полного счастья. Последние два навыка первого этапа, которые тебе капец как понадобятся в обычной работе. Это Git и тестирование. Git — это система управления версиями кода, которая помогает сохранять и версионировать наш код. То есть, по сути, это такой умный Яндекс.Диск для хранения кода. Конечно, у Git до жопы команд, но важно, опять же, основу ухватить. Коммиты, пуши, пулы, ветки, мерджи, pull-реквесты и все. Все, хватит, больше ничего не надо. Всякие там ребейзы, черепики, форс-пуши и прочее — пока оставь, забей. Есть, кстати, такой сервис Learning Git Branching, ссылочку в описании оставлю, который в виде интерактивной такой игры помогает тебе освоиться с этим гитом. И фишка еще с гитом в том, что, безусловно, ты можешь использовать UI клиента, который не нужно в командной строке писать эти команды злосчастные, а просто кнопки жать. Но принцип-то все равно придется понять. Если ты не понимаешь принципа веток, то ты и в UI не сможешь разобраться. Просто потрать время. Git — это, ну я не знаю, день-два освоить, наверное. Тестирование. Что важно знать про него? Весьма важная история для написания продакшн-кода. Нужно посмотреть стандартный пакет тестинг, который присутствует в Гошке. Вот такой, например, есть вариант написать тест в виде таблицы. То есть мы сами тест-кейсы оформляем как элементы структуры, у которой есть имя теста, какие-то входные данные и ожидаемый правильный ответ. И дальше мы уже в цикле прогоняем. Важно обратить внимание, что есть вот такой вот служебный объект testing.t. Также у нас тут есть Terran конструкция. Важно с ними познакомиться, чтобы и на собеседовании не ложануть, если вдруг тебя тесты попросят написать. Ну и в целом понимать, как тесты вообще устроены. Звучит-то вроде просто, да, тут даже синтаксис не такой сложный, но на собесе бывает, ребята просто плывут, потому что, ну, что-то как-то рука не набита. Вот этот вот набор: синтаксис, горутины, HTTP, базы данных, Git и тестирование — нормальный пак для начала. После него уже можно топать на собесы и пробовать свои шансы. Самое главное — руку набить на типичных задачах, которые присутствуют на собеседованиях во всяких компаниях. А это можно сделать с помощью курса «Го прорвемся». Ссылка в описании. Кстати, напиши в комментариях, какой ты сейчас уровень. Первый, второй, третий или может четвертый. Интересно даже посмотреть, какое у нас тут распределение. Но знать синтаксис и прийти на работу и начать прям работу работать — это немного разные вещи. И об этом следующий этап. Ты получил оффер, радостно выходишь на работу, открываешь проект, а там не какая-то простенькая история из пары пакетов и Postgres, а развесистая система пакетов, какие-то папки, подпапки, редисы, кавки, логи, эластики и прочее. Такой хитить ты за ногу. А тимлид-то уже хочешь, чтобы ты побыстрее включился в работу и задачки закрывать начал. Вот что нужно знать для того, чтобы не потонуть. Сразу скажу, вот этого списка моего не пугайся. Да, дофига всего. Ты думаешь, я никогда это не выучу. Нет, все постепенно будет осваиваться по мере практики у тебя на работе. Никто не приходит на работу и такой: я все знаю, сейчас изи буду все делать. Постепенно идет обучение, осваиваешь, просто инструментов много. Первое, с чем, скорее всего, столкнешься на работе, это будет докер. Ну, это уже такой стандарт, типа гита. Сложно представить себе проект без докера. Бывает, конечно, но не рассчитывай особо. Лучше знать. Про докер следует знать следующее. Во-первых, что такое докер-файл и как там сделать мультистейдж сборку. Весьма актуальная история для Гошки. Что такое образы, контейнеры, volumes, вот опять же порты. Концепции не супер сложные, но надо в них разобраться. Docker Compose также стоит потрогать, потому что он частенько используется для локальной разработки. Написал в терминале Docker Compose App, и у тебя бац, на твоем макбуке уже и Postgres поднялся, и Kafka, и Redis, и все локально заработало. На собеседованиях тебя могут подкалывать такими вопросами. Зачем мультистейдж билд? Или почему нельзя просто копию бинарника сделать? Ответ на самом деле простой. Когда мы делаем мультистейдж билд, мы уменьшаем размер итогового бинарника. То есть вот смотри пример, да. Вот в первой части, в build stage,
Мы занимаемся билдингом приложения. Для того, чтобы приложение сбилдить, нам с вами нужно все файлы, все вот эти исходники, гошные и так далее. Но когда в продакшене это будет работать, нам только экзешник интересует, этот бинарник, который у нас получился. Поэтому мы создаем второй стейдж сборки, где уже будет простой Linux, где никакого Go не установлено, просто Alpine, упрощенный Linux. И туда мы этот бинарник копируем. И он уже будет весить чуть-чуть. У меня, кстати, есть подробный гайд про Docker. Рекомендую глянуть. Ссылка будет в описании и в правом верхнем углу. Ну и ты не поверишь, по Docker Compose у меня тоже есть отдельный ролик. Его получить можно по ссылке в описании. Там в Telegram переходи и все получишь, тебе прилетит. Докер запустил, вроде нормально полетело. Дальше начинаешь вникать в код. А его до хрена. Это знаешь, как Роберт Мартин, который книжку «Чистая архитектура» написал, он говорит, знаете, ребятки, на работе-то вы чаще код будете читать, а не писать. Поэтому тут противоречие возникает с курсами, да, на курсах-то в основном мы код учимся писать, и это нормально. Но на работу приходишь, еще же читать надо научиться. Рекомендую не нырять во все подряд. Вот тебе дали какую-то конкретную задачу, что-то пофиксить какой-то баг в одной ручке или добавить какую-то новую ручку. Вот ты на нем сконцентрируйся, вот ты начинай копать. Допустим, вник в одну ручку, полез, где он там вызывается, как оно там в базу пишет, какие тесты. И ты вот локально в ней разобрался. Это уже хорошо. Ты не распыляешься. А дальше по мере новых задач твоя зона вот компетенции будет просто расти. И тогда и тревожка будет меньше. Ты такой, я тут что-то понимаю. И успех твой в задачах тоже будет лучше. Сидишь ты такой код читаешь, и первое, что в глаза бросается, if r не равно nil через каждые 3 строчки. По сути, это визитная карточка Go, на которую многие ругаются. Это обработка ошибок такая. И вот с обработкой ошибок, знаешь, что важно понимать? Две концепции. Первое — это wrapping, то есть обертка ошибки, и кастомизация. Смотри, если мы хотим вернуть какую-то ошибку, которая, например, у нас произошла в базе данных, и мы в своей логике пытаемся эту ошибку вернуть дальше пользователю. Если мы вот как в первом примере, мы ее просто вернем, никак не обернем, то это не очень хороший вариант, потому что мы дополнительной информации не добавили. А если мы бы добавили, что ошибка эта произошла, когда мы пытались получить юзера по айдишнику, тогда ошибка становится более информативной, и искать проблему становится гораздо проще. Ну и wrapping вот этот вот, он делается через стандартный пакет FMT с помощью плейсхолдера %W. То есть он не просто как строчку, как текст подставляет, он прям именно ошибку в ошибку заворачивает. И потом сможет понимать, где кто в каком слое находится. Это удобно. Вторая штука называется Sentinel Errors, или кастомные типы, да. Короче, суть такая, что иногда нам стандартного пакета, который ошибку обслуживает, не хватает. То есть он же только текст хранит, а мы хотим что-то более кастомное наворотить. Например, сделать какой-нибудь там код ошибки или еще типа того. И тут в игру начинают вступать две функции стандартного пакета. Это errors is и errors as. И на собесах, кстати, тоже любят поспрашивать, а чем эти функции отличаются. Вот error is — это проверка по значению. Вот я говорил, что мы оборачиваем эту ошибку по нескольку раз. И вот этот error is, он может эти обертки рекурсивно пройти. То есть в одну заглянуть, в другую заглянуть и найти, есть ли где-то вот этот error not found, который мы тут указываем. Если есть, классно, он скажет true. Если вообще нету ни в каких слоях, то false. Обычное равно тут не поможет. Обычное равно целиком бы всю эту обертку бы сравнивал, целиковый текст, который получился от нескольких слоев. А он изолированно каждый слой посмотрит. А вот RS, он, проверяет именно тип ошибки. Безусловно, все это интерфейс error стандартный, но под капотом может быть конкретный тип. Например, наша какая-то кастомная структура, которая 3 поля содержит. Код ошибки, детали, месседж и все. И вот мы здесь вот через RS можем получить ответ на вопрос. Является ли ошибка, которая прилетела у нас как интерфейсный тип, вот этой validation error, нашей кастомной? Ну и опять же true, false. Ну и про вывод ошибок еще один момент скажу. Никогда не выводи в хендлерах ошибку через log fatal. Log fatal под капотом имеет выход из программы, там OS exit используется. То есть если ты вызовешь log fatal, ты будешь думать, что я просто вывел ошибку, по принципу, что fatal, значит ошибка, я логирую ее, но у тебя программа завершится. Прикинь, ты просто пользователя не нашел в базе данных, и вместо того, чтобы ошибку вернуть и дальше работать, ты грохнул сервис. Следующий вопрос. Как устроен типичный гошный проект? 3 слоя, которые нужно понимать. Трехслойная архитектура, хендлер, сервис, репозиторий, можно сказать, стандарт в гошном мире, очень популярна. Давай рассмотрим их подробнее. Первое. Хендлер. Транспортный слой, который
вообще ни черта не знает про бизнес-логику, он просто обрабатывает входящие в него данные и отправляет куда-то наружу. Будь там gRPC, HTTP, FTP, CLI, неважно. Просто как-то обрабатывает данные и отправляет их назад, когда результат был получен. Сервисный слой, он ни хрена не знает ни про транспорт, ни про какую-то инфраструктуру, он сосредоточен на бизнес-логике. Все правила, всякие там расчеты и прочее сосредоточены тут. Репозиторий, работа с данными. Он является такой абстракцией, которая огораживает сервисный слой от работы с базой данных, с кэшированием, еще с чем бы то ни было. Он подготавливает эти данные и в удобном сервисном слою виде отдает. Если разговор на собесе зайдет про трехслойную архитектуру, то могут, конечно, спросить: слушайте, а почему бы нам пакет net HTTP не импортировать в сервисный слой? Ну, ответ довольно очевидный, потому что это смешение ответственности. Я только что сказал, что всей этой херней транспортной занимается исключительно хендлер. Сервис про это понятия не должен иметь. Иначе произойдет ситуация, когда сервисный слой, то есть бизнес-логика, будет завязан на конкретный транспорт, и тестирование будет под вопросом. Кроме этого, все эти слои друг от друга изолируются интерфейсами, общаются только через контракты, которые были прописаны в коде. Ну вот, например, у нас есть сервисный слой, обычная структура user-сервис. И у нее внутри используется user repository. А user repository — это зависимость как бы сервисного слоя. И она сюда вставляется как интерфейс. Не как конкретный тип, а как интерфейс. Сервис знает только интерфейс. Ему вообще до лампочки, кто там что реализует. Есть два метода, обещали два метода. Все, буду их использовать. А про все нюансы построения архитектуры в гошном проекте эволюционным путем, всякие dependency injection, anti-corruption layer, CQRS и прочие прелести я рассказал в отдельном подробном гайде на 3 часа. Ссылка в описании. Архитектуру разобрали, сервис в продакшене, но вот что-то пошло не так. А как понять, что конкретно пошло не так? Наверное, нужны какие-то логи. Но вот этот FMT, println, который мы привыкли, в обучении, но он не подходит. Нужно использовать структурированные логи. И популярным решением является стандартный пакет slog, который в Гошке сразу поставляется и спокойненько организует структурированные логи. Какой же плюс-то есть у структурированных логов? Да дело в том, что они, например, могут в виде JSON быть. То есть поле, значение. Например, message, наш message. Дата, когда это лог был написан, конкретная подставленная дата. И часть полей, они просто автоматически генерируются, тебе даже самому явно прописывать их не нужно. Там уже в обертке все зашито. И потом парсить эти логи специальными инструментами гораздо удобнее. Логи написали и выяснили, что, оказывается, база наша с нагрузкой не справляется. Нужно ей помочь. А для этого придумали кэширование. Одним из самых популярных решений в мире кэширования является Redis. По сути, это in-memory хранилище, которое в оперативной памяти, в быстрой памяти, держит ваши данные. И логика такая. Хранить в этом Redis можно, например, сессии, можно rate-лимитер хранить, можно какие-то быстрые данные, которые хочется побыстрее пользователю отдавать. У Redis, безусловно, там богатый API, полно всяких функций, но хотя бы с базой неплохо было бы разобраться. Get, set, delete, TTL. TTL — это, по сути, время жизни чего бы то ни было в Redis. Например, задал минуту, через минуту он сам автоматически очистит эти данные. Тут нужно будет познакомиться с библиотекой GoRedis. Она не суперсложная, нужно будет потыкаться, поразбираться, как взаимодействовать с помощью нее с Redis. Ну и такой ключевой паттерн, который чаще всего используется в продакшене, называется cache aside. Логика такая. Давай на примере даже кода посмотрим. У нас есть какая-то ручка get by ID. Нам нужно пользователя по ID-шнику получить, да? И мы для начала лезем в кэш. Вот видишь, кэш get. Пытаемся из кэша получить, потому что из него получить гораздо быстрее. Если удалось, то есть ошибка не равна nil, мы просто отдаем закэшированные данные. Если не удалось, просто нету закэшированных данных, идем в базу данных, получаем. Если все окей, после этого мы засовываем это в Redis, чтобы уже при повторном обращении мы спокойненько из кэша эти данные достали. Но тут обрати внимание на интересный момент. Ошибку операции set у кэша мы игнорируем. Потому что если Redis упал, то на самом деле это не так страшно. Он нам помогал, он нам подсаппорчивал. Но без него мы тоже можем прожить. Поэтому если он упал, то set будет ошибку возвращать. И будет тупо, что мы данные все получили, а тут упали и среагировали бы на эту ошибку. Нет, мы данные должны вернуть, все окей. Ладно, не закэшировали, в следующий раз закэшируем, когда он поднимется. На собеседованиях, разумеется, тебя могут на это ловить. Что будет, если кэш упадет? Redis упадет. И если у тебя получается, что весь сервис падает,
Скорее всего, это ошибка архитектуры. Конечно, бывают исключения, но общий флоу такой. Еще одна проблема — это инвалидация кэша. Она не столь очевидна бывает в ряде ситуаций. Не очень понятно, в какой момент эти данные удалять. Все очень сильно от контекста зависит. Какую систему разрабатываешь, какая актуальность данных нужна. То есть, если тебе задают такой вопрос на собеседовании, типа, а как мы будем удалять данные из кэша, инвалидировать их, нужно как можно больше собрать деталей. Это покажет и то, что ты не такой чувачок, который однозначные советы раздает, и у тебя больше контекста будет, чтобы принимать решения. База и Redis — это, конечно, хорошо, но помимо этого у нас еще есть интеграции со сторонними сервисами, и нужно уметь правильно это делать. Когда мы интегрируемся со сторонними системами, будь то какие-то CRM-ки, SMS-ки мы там рассылаем, e-mail рассылки, не знаю, платежки и прочее, нам важно предусматривать несколько вещей. Во-первых, конечно же, тайм-ауты. Нам нужно устанавливать тайм-аут на нашего клиента, чтобы мы долго не висели, не ждали, чтобы мы понимали, что там ошибка случилась. Также грамотно обрабатывать эти ошибки, которые они нам присылают, потому что они же могут нам прислать как 500-ку, что у них там все легло, так и 400-ку, но мы что-то неправильно ввели. Неплохо было бы предусмотреть ретраи, то есть это повторные отправки запроса, который у нас не удался. Но тут надо понимать, идемпотентная ли эта операция. А если все окей с точки зрения идемпотентности, то тогда ретрай должен не создавать супер нагрузку. Но если мы скажем, типа, давайте мы будем долбить без конца. Нет, должно ограничиваться количество этих ретраев. Должна задаваться политика, сколько времени должно пройти между каждой попыткой. Причем это время между попытками, оно может меняться. Ну, например, мы говорим от 1 до 5 секунд, а библиотека решает. Ну, на рандом просто. Либо же это время может экспоненциально расти. Первая ошибка, ждем секунду, делаем второй запрос, опять ошибка, уже ждем 2 секунды, потом 4, потом 8 и так далее. Если мы смотрим на гошные примеры клиентов, то когда мы HTTP-шного клиента создаем, мы можем задать глобальный тайм-аут, ну, уже в свойствах самого клиента, он будет к каждому запросу применяться. Но на каждом запросе мы этот глобальный тайм-аут можем еще и переопределить через контекст. Например, мы такие, глобально у нас 5 секунд, но конкретно тут мы хотим ждать только лишь 3 секунды. И тогда мы его в контекст засовываем и делаем уже вызов с помощью new request with context. И, наверное, ключевой паттерн, который стоит использовать для хорошего проекта при интеграции, это anti-corruption layer. То есть мы делаем некоторый адаптер, который изолирует наш сервисный слой, нашу бизнес-логику от всех этих внешних зависимостей. То есть мы понятия, которые у них есть в API, названия там всех этих полей, мы их к себе не тащим, мы их тупо где-то на промежуточном слое в этом anti-corruption layer трансформируем. То есть маппинг происходит. Их поле на наше поле. Ну и все. Мы их термины к себе в домен не тащим. И, конечно же, я этот паттерн разбираю в своем большущем гайде по архитектуре. Ссылка в описании. До этого момента мы в основном говорили про синхронное взаимодействие. То есть взаимодействие, когда я посылаю запрос, и я на этом месте, где я запрос послал, тупо в коде, да, вот я вызвал do, типа сделать HTTP запрос, и жду. Как только мне придет ответ, только после этого я с этой строчки смогу разблочиться и пойти дальше. Но есть еще асинхронное взаимодействие. То есть мы запрос послали, занимаемся своими делами, и в какой-то момент приходит ответ. Или другой вариант. Мы запрос послали, а сервис, который должен принимать, он его не сразу обработает, а спустя какое-то время. И тут мы входим в мир очередей. В данном случае вариантов тоже масса, но самым таким хайпованным вариантом является Kafka. Если в вакансии написаны микросервисы, с большой долей вероятности туда напишут и кавку. Могут какой-то аналог приплести, типа RabbitMQ или NATS, но логика примерно похожая будет. Нахрена это вообще надо? Ну, банальный пример. Создаешь ты заказ, и тебе отбивка должна прийти в конце на почту, что типа у вас там заказ создан и так далее. И вот ты в сервисе заказов должен вызвать сервис нотификации, и чтобы он отправил. Так нахрена тебе на ручке заказов сидеть, ждать, пока он там что-то отправит, и тормозить пользовательский опыт? Пользователь такой, ну господи, что он так долго оформляет заказ? А там просто SMS API глючит. Ты просто берешь в кавку, закидываешь событие, что когда-нибудь там Васе Пупкину отправьте сообщение. Все, ты говоришь ему на фронте уже, все, чувак, заказ создан, а минуты через 2 сервис SMS-ок раздуплится и отправит ему это сообщение. Критичности в этом нет. Ну, типа норм. 2 минуты, господи, это отбивка, какая разница? Нормально. Зато ускорили. Ну и для собеседования, конечно, важно знать вот это вот различие синхронного и асинхронного взаимодействия. И еще тебя могут на одну штучку такую интересную поймать. Ты скажешь, ну, HTTP и gRPC это синхронное взаимодействие, а Kafka это асинхронное. И тебе скажут, а всегда ли? А тут подвох в том, что в gRPC, например, стриминг есть.
и это как бы двухстороннее взаимодействие, которое не ограничивается запрос-ответ. Поэтому тут надо быть аккуратно и фильтровать базар. То есть те же самые веб-сокеты. Библиотек для работы с Кавкой в Гошке тоже несколько. Но такой, наверное, на слуху у всех является Sarama. Она раньше, по-моему, IBM принадлежала, сейчас ее в Shopify передали. Там, в принципе, ничего такого сложного нет. Вот смотри, в данном коде, например, мы создаем синхронный продюсер. Да, не бывает синхронный и синхронный продюсер. Тут надо тоже учитывать. Вот видишь, тут какой-то дурачок log-fatal написал. Наверное, я ошибся. Короче, log-fatal мы помним, что не очень хорошая практика. Продюсеры важно, видите, закрывай. Ну и вот, видите, мы как раз-таки создаем месседж, который мы запродюсим, отправим в топик. То есть название топика указываем, ключи, значения. И вот как раз у самого продюсера есть метод send-message, он туда его посылает. Ну и по такой же примерной логике работают консюмеры, которые принимают эти сообщения. Вот этот вот key является ключом партиции. Партиция тоже важный термин, который стоит освоить с Кавкой. Помимо топиков там присутствуют партиции. Топик — это место, куда мы хотим сообщение загнать. А партиция — это, по сути, кусок этого топика. Мы можем в одном топике несколько партиций сделать, ну, нарезать его как бы на составляющие, и все, и засылать в разные места. Нахрена? Для того, чтобы трафик распределять удобнее. У нас, например, консюмер может слушать один топик, и продюсер в него писать. Но проблема возникает тогда, когда до хрена начинает писать продюсер, и консюмер не справляется. Слишком быстро пишет продюсер. И тогда мы берем в топике, нарезаем на партиции, допустим, их 3 стало. И продюсер пишет то в одну, то в другую, то в третью. А здесь уже мы делаем не одного консюмера, а сразу 3. Каждый слушает по своей партиции. И тогда как бы трафик распределяется. И вот этим ключом мы можем регулировать, в какую конкретно партицию мы будем писать. А если хочешь, чтобы я записал ролик, где бы разобрал типичные вопросы с собеседований по Кавке, то напиши об этом в комментариях. Докер, чтение кода, ошибки, архитектура, логирование, Redis, внешний API, Кавка. Это все то, что ты спокойно встретишь в первые месяцы работы. И ты уже не какой-то там джуниор, ты уже чувак, который реальные боевые задачи закрывает. И если ты на 1 или 2 уровне, то сохрани это видео, скинь корешу, который только переходит на Go. Ну реально ему полезно будет. Кстати, напоминаю, что PDF-ка с этим роудмапом, она по ссылке в описании доступна. Переходи и получай. Ну а дальше-то что? Что джуниора от мидла крепкого отличает? И нет, это не способность ночевать на работе. Надо отдыхать, надо вести разнообразную жизнь. А для этого нужно писать качественный код, чтобы он не ломался при каждом чихе. А то тебя затрахают всякими алертами, звонками по ночам. Мы от этого избавляемся. Мы делаем так, чтобы оно нормально, стабильно работало. И как раз таки об этом 3 уровень. Переходим к продакшн-мышлению. Вот ты код написал, закинул его в продакшн. Он там как-то живет. А что с ним дальше-то происходит конкретно? Сформулируем коротко. Middle отличается от джуна тем, что ему за его код меньше ебут мозги. И весь пафос сразу растворяется. Нам просто нужно учиться сделать так работу, чтоб от нас отстали. Чтоб не прилетали алерты, всякие метрики там не орали нам по утрам. А для этого нужно 3 вещи. Нужно разобраться, как микросервисы общаются между друг другом. gRPC, Kafka. Что происходит внутри? А это observability, логи, трейсы, метрики, алерты. И как все это устроено в продакшене и ломается почему-то. А про это расскажет нам Graceful Shutdown, Health Check, Kubernetes, CI/CD. Помнишь, я говорил про 8 других roadmap, которых я посмотрел? И вот там Graceful Shutdown и Health Check вообще не упоминается, а observability лишь поверхностно. Но ведь по факту мы к концу этого этапа дойдем до этих вещей, и они больше всего нервов-то экономят. Кстати, gRPC, Kafka, observability, Graceful Shutdown, короче, большую часть всего того, что я сейчас буду рассказывать, все это мы руками собираем на моем курсе микросервисы как BigTech 2.0. Но подробнее об этом чуть позже. Сразу с места в карьер. Приходишь на собес, а тебе говорят: братишка, а нахрена вообще нужны микросервисы? Может, все-таки монолит круче? А когда? И ты такой: пу-пу-пу, хз. Ну, вроде все про микросервисы говорят. Базовое представление начинается с того, что монолит вроде как используют небольшие команды. Там типа и тестировать проще, и деплоить, и разрабатывать, и вообще все на свете. А когда типа все разрастается, используют микросервисы для горизонтального масштабирования. Но тогда на самом деле это и накладные расходы очень сильно увеличиваются, потому что собирать логи, например, с одного монолита куда проще, чем с распределенной системой из там 1000 микросервисов. Та же самая херня касается и метрик и прочего. А отлаживать эту песню, когда у тебя там ошибка размазана на несколько сервисов, синхронизация данных между этими микросервисами, головняк лютый. Поэтому нельзя сказать, что микросервисы — это какая-то серебряная пуля, которая всех спасает. Поэтому некоторые компании, например, здоровенные, по
поев говна на микросервисах, назад переходят к монолиту. Но уже не на таком уровне, как раньше, а на каком-то принципиально ином. Например, модульный монолит сейчас набирает популярность. Вот, к примеру, Amazon там с Shopify этой историей балуются. Поэтому тут важно комплексную картину освещать, что нужно по ситуации смотреть и накидывать собеседующему каких-то нюансов. Примеры, ситуации, когда тот или иной подход можно использовать. Тебя также могут спросить, а как вообще микросервисы выделять? Где вот граница одного, где граница другого? По-хорошему нужно выделять их по, как принято в DDD говорить, bounded контексту. Ну вот у тебя, кстати, пример такой, да? Вот у нас есть user сервис, есть validation сервис, есть notification сервис. То есть вроде разделили по техническим функциям. Но прикол в том, что каждое изменение трогает все три сервиса. Ну потому что если у тебя что-то там валидируется с юзером, у тебя что-то в юзере поменялось, тебе нужно валидацию его менять. Наверное, может быть еще и нотификацию. И когда у тебя получается, что на одну фичу сразу 3 релиза улетает, ну, это шляпа какая-то. Наверное, надо подумать, как переориентировать. Например, можно сделать юзер-сервис, который занимается регистрацией, профилем и валидацией, а сервис с заказами отдельно. То есть мы разделяем эти сервисы уже не по технической роли, а по бизнесовой, по смысловой, ну типа как в жизни. И в итоге получается, что у каждого сервиса свой владелец, и они деплоятся независимо друг от друга. Добавили новую фичу тут, это напрямую не влияет на второй сервис. Типа позволили пользователю добавлять цвет его глаз в его профиль. Но как это повлияет на сервис заказов? Вроде никак. На валидацию бы повлиял. Окей, с микросервисами разобрались, но как они между собой будут общаться? Мы с тобой раньше говорили про REST, то есть HTTP, просто вот endpoinты дергаем и все классно. Но на самом деле чаще всего в мире микросервисов будут какой-нибудь RPC протокол использовать. Например, gRPC, один из самых популярных. Но почему не REST? Почему именно gRPC? Во-первых, под капотом у gRPC HTTP второй версии, а он пошустрее работает. Тело от этого запроса, оно бинарное, а значит оно весит поменьше и летать будет шустрее. Заголовки сжимаются. Более продуманный механизм организации пакетов с трафиком. Там вот есть такая концепция стримов, которая, опять же, позволяет производительность вывести на новый уровень. Еще одним плюсом будет мультиязычность. Когда мы юзаем gRPC, то чаще всего для тела запроса используется протобаф. То есть мы описываем протофайл один, из которого мы можем уже сразу сгенерировать как клиента, так и сервера. То есть у нас одна точка отсчета. И прелесть в том, что генерировать мы можем на любые языки, которые поддерживаются. Например, у тебя клиент будет на Go, сервер на Python, а другой там клиент на Rust. Ну, вообще без проблем. И все от одной точки отсчета, от одного протофайла. В системе, где этих микросервисов могут быть тысячи, это решающая штука. Порядок наводит. Когда от одной точки отсчета один сервис отталкивается, а не когда где-то захардкожено в разных местах по-разному. Генерация из протобафа, она происходит чаще всего либо утилитой proto-C, либо утилитой buff. Тебе, конечно, там нужно подразобраться в этих историях, как это все устроено. Вот, например, то, что есть унарные ручки, gRPC-шки, ну, то есть просто запрос-ответ. Есть стриминговое взаимодействие, есть интерцепторы, ну такая же в принципе концепция, как и middleware, который мы раньше разбирали, просто для gRPC. Коды ошибок у gRPC другие, не как у HTTP, тут надо понимать, как оно мапится друг к другу. Ну и стандартный, в общем-то, пакет, который нам Google дает, с помощью которого мы можем реализовывать gRPC-сервак, поднимать его в Гошке. Ну и правильным ответом на вопрос, когда REST, а когда gRPC, в первом приближении будет такой. REST мы юзаем, когда у нас публичная API, торчит там для браузера или для сторонних ребятушек, а gRPC — внутренняя коммуникация между нашими сервисами. Примерно вот так вот выглядит типичный протофайл. Синтаксис достаточно простенький. Сперва мы package указываем, потом описываем endpoinты, ручки те самые, да, которые у нас будут присутствовать в сервере, и потом просто описываем реквесты и респонсы, которые в этих ручках используются. Потом из этой декларации генерируем гошный код, ну или на любой другой язык программирования. На втором этапе мы с тобой узнали, что такое Kafka и как ее используют. Но мы тогда довольно поверхностно по ней прошлись, потому что в основном рассматривали success сценарий, когда все хорошо. Но тут важно копнуть глубже и понять, а что сделать с этой Kafka, когда идет все не по плану. А проблем там, я тебя уверяю, хватает. Вот смотри, первый вариант, да, partition и ordering. Порядок только внутри одной партиции. Partition key, user ID. То есть я уже говорил, что топик может состоять из партиций. И в рамках партиции они по порядочку, как они попали в эту партицию, они и будут раскладываться, эти записи. И partition key по user ID. Например, ты хочешь, чтобы пользователь один и тот же, все его события только в одну партицию попадали.
Ну, чтобы только один консюмер с другой стороны его обслуживал. Так удобнее будет. Это хороший паттерн, потому что, смотри, если бы мы не знали, какой из 3 консюмеров будет обрабатывать конкретного пользователя, то мы бы могли подумать, что одно событие от нашего пользователя обработает один консюмер, второе событие – второй консюмер. И тогда нам пришлось эти события, которые будут потом сохранены в базу, как-то на уровне базы локать. Ну, то есть синхронизировать, чтобы они одновременно не записали эти события. А если мы благодаря вот этой partition key будем всегда писать в одну и ту же партицию, значит, один и тот же консюмер будет их обрабатывать последовательно, и никакой конкуренции возникать не будет. Второй вариант. Консюмер-группы. Ну, про них мы уже говорили. Вот те самые несколько консюмеров, которые подсаживаются на разные партиции у топика, они и объединяются в консюмер-группу. И фишка в том, что мы в реальном времени можем подкидывать туда дополнительно консюмеров, если понимаем, что что-то там не вывозит. Например, 3 мало, там 4, 5 сейчас подкинем, да? Или наоборот убрать. И там происходит ребалансинг, то есть перебалансировка сил. Он теперь понимает, что мы трафик направляем не на 3 консюмера, а на 5. И, конечно, важная тема — это гарантии доставки. Чудес не бывает, системы подвержены всяким сбоям, сеть лагануть может, кавка сдохнуть, зависнуть, продюсер, который писал в эту кавку, что-то там отвалится. Короче, все, что может пойти не так, все, что ты можешь себе нафантазировать, оно обязательно так пойдет, рано или поздно. И надо понять, как мы обрабатывать будем такие кейсы. Смотри, есть разные гарантии доставки. Ну вот 3. At most once, at least once и exactly once. Что такое at most once? Это политика, когда мы говорим, мы, продюсерам пишем в кавку разок, а там будь что будет. Ну типа, долетит — славно, не долетит — пофиг. Например, для аналитических систем нам не сильно важно. Ну, просрется там 5% данных, 95% все равно репрезентативны, нам это все очень даже нужно. Но, например, есть ситуации с какими-нибудь банковскими транзакциями, когда потерять смертельно опасно. Поэтому мы можем использовать, например, at least once. То есть он будет на уровне продюсера делать ретраи. Разок попробует записать, еще разочек, если не получилось, и так далее. Но тут возможны дубли. То есть может быть такая ситуация, что продюсер пишет в кавку, продюсер думает, что сеть лаганула, но на самом деле долетела до кавки, но он делает ретрай. И еще такое же сообщение в точности отправляет. А вот exactly once, он типа гарантирует, что только один раз будет записано в кавку. Но встроенный этот механизм не работает. Его нужно обеспечивать с помощью паттернов, о которых мы чуть подальше поговорим. И чаще всего юзают at least once плюс idempotentность. Как она вообще работает-то? Она, на консюмере на самом деле работает. То есть вот смотри, код, да, есть. Читаем из консюмера, вот этот claim message, это канал какой-то там из консюмера, да, вот этот месседж, он будет записываться в переменную message, когда прилетит из кавки. И мы спокойненько отцепляем, говорим get event ID из месседжа, ну там какое-то поле, да, какой-то ключ идемпотентности. И, в общем-то, спрашиваем, слушай, ну в таблице у нас какой-то сохранены месседжи, которые мы уже обработали, event ID. Слушай, а у нас такой уже был? Если, был, то мы его не обрабатываем, мы просто скипаем его. А если не было, окей, давай мы его обработаем, процесс event, и чтобы все правильно работало, мы пометим, что, его мы уже обрабатывали, чтобы в следующий раз, если с таким же айдишником придет, мы его скипнули к чертям. Ну и напоминаю, если хочешь отдельный ролик про кавку, вопросы с собесов, то пиши в комментариях. Сервисы летают, общаются друг с другом, все славно, но что внутри? Если ты понятия не имеешь, что происходит под капотом, то observability тебе очень даже нужен. У observability есть 3 столпа. То есть наблюдение просто, да, за твоей системой. Первый столб — это метрики. Второй столб — это логи. Третий столб — это трейсы. Как это вообще вместе живет? По факту метрика сигнализирует тебе, когда что-то идет не так. Например, у тебя система 500. 500 ошибки. Просто пользователь не может пользоваться твоей системой. Количество этих 500 накапливается, метрика увеличивается, она, например, может спровоцировать алерт, который там на телефон тебе смс-ка придет, что у тебя там что-то лагает. То есть метрика — индикатор того, что что-то пошло не так. Дальше тебе нужно разобраться, где пошло не так. У тебя несколько микросервисов, там 10 штук, вариантов 10. Надо как-то сократить зону поиска. Тут в игру вступают трейсы. Трейсы — это такие хлебные крошки, по сути, которые разбросаны по пути исследования запроса. То есть, если у тебя на фронте ты кнопочку нажимаешь, и запрос идет сперва на один микросервис, этот микросервис вызывает второй, тот вызывает третий, тот вызывает пятый, то где-то на этой цепочке вызова могла быть проблема. И трейсы как раз-таки показывают, где именно, в каком сервисе это произошло. И ты видишь, что в третьем проблема. Ты такой, классно, мы уже локализовали.
А теперь нужно узнать, что именно случилось. И тут ты заходишь уже в логи именно третьего сервиса и видишь подробно, что произошло. Последние годы развивается активно проект под названием OpenTelemetry. По сути, он все вот эти три сигнала, логи, трейсы, метрики, вводит к одному стандарту, чтобы они друг с другом были переплетены, чтобы мы за счет метрики могли сразу на логи переброситься, трейсы связаны с логами, и все это вместе организует большую картину наблюдаемости. Тоже про это стоит знать, потому что на собесах могут спросить. Ну и бегло это выглядит так. На метриках обычно используют стэк с Прометеусом и Графаной, на трейсах Jagger от Uber, а на логах там обычно ELK стек, то есть в эластике данные хранятся, Kibana их выводит, а Logstash — это специальная программа, которая собирает распределенные логи, то есть с разных сервисов в одну кучу стагивает. Ну и я, конечно, понимаю, что сейчас для тебя это безумно жутко звучит, ты такой, что, Графана, Прометеус, логи, какие-то трейсы, до хрена всего, как все это освоить, глаза разбегаются, с ума сойдешь. Но я тебя уверяю, вот эти все вещи, они, как правило, в компаниях уже настроены, нужны минимальные какие-то настройки. И во многом тебе на первом этапе нужно будет научиться просто открывать эти дашборды, правильные вещи смотреть, короче, просто с помощью них детектировать проблемы. Со временем рука просто привыкает, наблатыкиваешься все это делать, и все будет нормально. Ну, это как, знаешь, на собесах спрашивают, типа, а как bottleneck найти? То есть, где место вот лагает? Ну, и ты начинаешь уточнять, что вот, есть трейсы, я открываю, смотрю, ага, да, в 5-м сервисе проблема, логи открыл и так далее. Ну, примерно то, что я раньше описывал. Ты же не описываешь ситуацию, что я тут установил Prometheus, настроил его конфиг. Ну, нет. Это уж больше задача каких-нибудь девопсов. Это знаешь, как на работе у меня была темка, что у нас путь запроса шел где-то 5 сервисов, а они разным командам принадлежали. Ну и ясен хрен, нам трейсы помогли ответственность спихнуть, сказали, это не наш сервис. Ну, по факту не наш был. Мы спихнули, сказали, что, ну, разбирайтесь сами. Это у вас лагает, а не у нас. Не будь трейсов, могли на нас бы спихнуть. А мы бы там еще 2 дня копались, и только потом бы до нас дошло, что у нас все нормально. Ну, а теперь настало время тем, о которых я говорил с самого начала, что ни в каких других роудмапах они не упоминаются. Но они очень важны в ситуации, когда с сервисом что-то идет не так. Первое. Это Graceful Shutdown. Что такое Graceful Shutdown? Вот смотри пример. Мы запустили обычный HTTP сервак. Он там висит на каком-то порту, что-то слушает трафик, и все классно. Но вот ситуация. Мы, например, хотим аккуратно завершить выполнение. Если мы просто выключим, мало того, что мы трафик перестанем принимать, который, на нас идет, это еще полбеды. Но трафик, который мы уже успели принять, но еще не дали ответа, там в базе что-то там ищется, да, или считается, они как бы тоже отвалятся. И это нехорошо, это некрасиво. Поэтому есть такой подход. Мы аккуратненько создаем канал, в котором слушаем системные сигналы. Например, когда программа завершается, приходит сигнал такой sigterm или sigint. Просто хрень, которая в канал падает. И мы, допустим, когда понимаем этот сигнал, мы понимаем, что программа собирается завершиться, и мы не просто выходим из мейна и говорим, все, кирдык, мы выставляем в контексте тайм-аут, говорим, окей, 30 секунд мы даем на завершение. И после этого вызываем у сервера метод shutdown. И вот этот shutdown, он что делает? Он выключает прием входящих соединений, то есть новые соединения, которые идут, они уже не будут обрабатываться, это нормально, мы ничего им уже не обещали. А те, которые уже мы приняли и еще не дали ответа, мы их дообработаем. Разумеется, в течение 30 секунд, надеюсь, этого времени хватит. Если не хватит, уж сорян. В этом и состоит Graceful Shutdown. У меня как-то раз ситуация была на работе, там Kubernetes использовался, и когда новый релиз выкатывался, он по следующей стратегии это делал. 2 копии приложения, 2 инстанса висят в продакшене. Выкатываются 2 новых. Сперва один старый гасится, один новый поднимается. Потом гасится второй старый, второй новый поднимается. И вот так они плавно поменяли друг друга. По идее, никаких проблем быть не должно. Они плавно поменяли, не было ситуации, когда никто не был доступен, все нормально, весь трафик должен обрабатываться. Ничего 500 не должно. Но 500-ло. Возникает вопрос, почему? Я начал копать. И оказалось как раз-таки проблема в том, что Graceful Shutdown нормально не был организован. То есть получалась ситуация, что когда переключение происходило, типа тут один погас, тут второй поднялся, вот на этом-то еще оставались какие-то запросы необработанные, а он их срезал, забивая хер. Он говорит, я уже вас начал обрабатывать, но мне насрать, я вас срезаю. И все, и ты получаешь 500-ку. Проблема. Добавляешь Graceful Shutdown, проблемы нет. Поэтому без Graceful Shutdown ты при каждом релизе, который может быть по несколько раз в день, рискуешь пользователю жизнь испортить. Пусть и на секунды. А теперь вторая вещь. Health Check. Что такое health check? По сути, это какая-то ручка, какой-то endpoint, который говорит, жив сервис или не жив.
И теперь вот в рамках Kubernetes. Там, короче, есть такая вещь, как пробы. И они бывают двух видов. Там еще третья есть, но неважно. Сейчас нас две интересуют. Liveness проба. Это проба, которая должна ответить на вопрос, а жив ли сервис. И чаще всего мы просто можем сделать какой-то endpoint в нашем приложении, который будет всегда 200 ок отвечать. И Kubernetes ее периодически дергает. Если наш сервис отвечает 200 ок, там никакой логики нет, просто 200 ок, 200 ок, 200 ок. Если все нормально, значит сеть доступна, под жив, под доступен. Он просто живой. А вторая проба — это readiness проба. И она отвечает на вопрос, готов ли принимать под трафик. И тут уже для того, чтобы под был готов, не всегда лишь сетевой доступности требуется. Иногда требуется, чтобы еще база была жива. То есть мы в рамках, допустим, вот этого health ready, мы не только 200 ок, да, отправляем, мы еще делаем пинг в базу, например, или пинг в кэш. И если, например, там что-то недоступно, мы говорим, ну, сорян, мы трафик не готовы принимать. Мы, конечно, живы, но трафик принимать мы не готовы. И как раз-таки Kubernetes вот на эту readiness пробу вторую обращает внимание в вопросах доступности сервиса. То есть у тебя в 3 копиях поднято приложение, 2 копии отвечают readiness пробы, что все ок, а вот это почему-то говорит, что что-то не ок. И он ее тогда, спустя время, с пару попыток, убирает из балансинга, и теперь трафик балансируется только на эти 2. Это если оживает, он ее добавляет назад. Как раз таки на этой теме у меня и была проблема на одной из работ. Получалась такая штука, что в readiness пробе не было вот этого пинга базы добавлено. И в итоге readiness, он типа говорил, да-да-да, я доступен, но на самом деле там была какая-то проблема с базой, она что-то долго там грузилась. Но суть в том, что на самом деле под не был готов принимать трафик, а на него уже начинали накидывать трафика. То есть вот как раз при переключении релизов опять-таки старый погас, новый уже поднялся, и он как бы говорит, я готов, но на самом деле он еще не был готов, но на него уже половину трафика начинают наливать, и он 500. Сидишь, правишь, ой, да, надо еще базу попинговать, и после этого уже более реальная картина. То есть он чуть позже будет говорить, что он готов, и на него трафик пока не будут лить, а когда он уже реально готов, начнут лить. И вот смотри, что мы уже с тобой успели пройти. gRPC, Kafka, Graceful Shutdown, Health чеки. Ты все это по отдельности уже маломальски понимаешь. Но вот на практике что я наблюдал? Реально вот берешь там стажеров, допустим, собеседуешь там, или ребят там джунов, медлов. На собеседовании, допустим, они такие, да-да-да, все понятно, я там, ну, задаешь вопросы, все там разбираются во всех вещах по отдельности. Но на реальной практике приходишь, и башка начинает взрываться, потому что, ой, а тут получается в одном сервисе эндпоинтов куча. Ага, тут сразу куча интеграций. Все вместе навалено. И Redis, и Postgres, и Kafka, и Observability, и все на свете. И трейсы тут надо проложить, и профайлом сделать, и так далее. Да что далеко ходить. Я сам, когда вот в веб-разработку переходил, ну, на учебных проектах-то, понятное дело, упрощенные штуки делал. А потом ты приходишь такой, еди твою за ногу. Как во всем этом хаосе разобраться? Еще и сервисов куча. Везде по-разному. Ой, господи. Короче, время масса уходило для того, чтобы вообще освоить, как все это дерьмо работает. И в этом-то вся и сложность. Не по отдельности только научиться что-то там тыкаться, а все это вместе в одну картину себя в башке собрать. И сделать ты это можешь только руками потрогав, все это вместе собирая. Именно для этого я и сделал свой курс микросервисы как в BigTech 2.0, где мы своими руками собираем 6 микросервисов, которые используют HTTP, gRPC, Kafka для связи между друг другом, Observability натянут через OpenTelemetry, который я упоминал, там и Jagger, там тебе и ELK стек, и Prometheus, и Grafana, и Redis с Postgres как хранилище данных используется, и авторизация прикручена. И ты вот воочию наблюдаешь, как данные путешествуют по твоей системе, как они взаимодействуют с внешними конструкциями, с внешними вот этими инфраструктурными элементами, базами данных и прочим. Курс уже прошли более 300 человек, там были ребята и из крупных бигтехов, которым работодатель в том числе оплачивал обучение, и из компаний поменьше. Вот, например, у нас тут Юра был, такой любимый наш кейс, который пришел на курс для того, чтобы перекатиться на Go. И так перекатился, что аж стал тимлидом гошников за 500к. Но можно ли разобраться самому? Да, конечно, можно. Я вот так и делал. Вместо 2 месяцев 1,5 года, правда, потратил. Ты, наверное, думаешь сейчас, 8 недель плотного кодинга, да у меня нет столько времени. Но, во-первых, если ты хочешь реально что-то поменять в жизни, придется поднапрячься. Все-таки напрягаться надо не целый год, а всего лишь 2 месяца. Во-вторых, там концентрат материала настолько высокий и практики настолько дохрена, что многие, им и половины уже хватает для прокачки. Они половину курса посмотрели, говорят, нам уже за глаза, мы уже капец прокачались, остальное позже досмотрим. А также стоит учитывать, что на тарифе с проверкой курс-то идет 2 месяца, но домашки проверяют 3 месяца, у тебя будет некоторый запас. Ну а теперь возвращаемся к роудмапе.
Самое время поговорить про доставку фичей в продакшн. Ты же когда push нажимаешь в свой гид-репозиторий, он там дальше как-то на серверах же раскатывается. И тут вот в игру вступает CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. В большинстве компаний ты приходишь и CI-процессы уже настроены. Тебе особо делать ничего не надо. Но все равно неплохо было бы понимать хотя бы верхнеуровнево, как это все устроено, а то не ровен час что-нибудь поправить попросят или что-нибудь добавить. Классический пайплайн выглядит вот так вот. Мы что-то пушим, там проходят линдеры, проверки специальные, потом тесты запускаются, билдится приложение и деплоятся, куда-то выкатывается. Опционально могут быть еще какие-то процедуры, но базово так. И вот минимальный пайплайн, понятно, что он там может быть настроен по-разному, где-то GitHub Action используем, где-то GitLab. Пример как раз таки из GitHub. Тут вот как раз базовый пайплайн собран, что вот тут запускаются линтеры, тесты, Docker build. На собеседованиях, кстати, могут спрашивать про прошлый опыт, а как у вас пайплайн был настроен. То есть, с одной стороны, они чекают, что, типа, ты не наврал, что ты там работал, хоть что-то можешь сообразить про это. И плюс то, что ты там хотя бы погружался, понимаешь, что там есть какие-то стадии на пайплайне. Поэтому углубись в это тоже немного. Мы CI/CD разобрали, да, что там последний этап это какой-то деплой. Вопрос куда? В больших компаниях, конечно, Kubernetes используют. Вот на нем можно заострить немного внимания. Понятно, что если у тебя 5 сервисов, нахрен тебе этот Kubernetes не нужен. Ты это все спокойно у себя там в докер-контейнерах запустишь, или на Docker Compose используешь, или вообще как systemd утилиту запустишь на Linux сервере, пофигу. Но если большая компания, какой-нибудь корпорат, там, уверяю тебя, Kubernetes какой-нибудь будет или что-то подобное. Если уж компания совсем капец разрослась, то они могут сделать PaaS, то есть Platform as a Service. От тебя спрячут Kubernetes, а для тебя доступны какие-то только кнопочки. Но тем не менее, какие-то общие абстракции Kubernetes стоит знать, потому что и на собеседованиях могут до этого докопаться. Что стоит знать про Kuber? Что такое под? По сути, это вот один инстанс приложения, да, какой-то аналог контейнера в мире подов. Понятно, что в поде может быть несколько контейнеров, но чаще один. Что такое деплоймент, что такое реплики, почему он там в нескольких репликах может что-то собирать. Сервис концепция, которая позволяет разным сервисам взаимодействовать друг с другом внутри этого кубернетиса. Конфиг мапа с секретами, как вот мы конфигурировать можем наше приложение. Конфиги-то мы все знаем, да, что можно там YAML какой-то написать. Но как это в рамках кубера прокинуть? Интересная тема. Ресурсы, как правильно лимитировать использование памяти или CPU для нашего сервиса. Немаловажно было тут упомянуть OOM-киллера. Это как раз такая штуковина, которая в Linux присутствует, которая может грохнуть твой процесс, если он слишком много жрет оперативы. Про это просто могут спросить, что это такое. Еще стоит добавить, наверное, это ингрессы, которые в рамках кубера тоже активно используются для выкидывания доступа к нашему кластеру наружу куда-то. И типичный такой манифест кубера, он примерно так выглядит. Какой-то YAML с кучей настроек. Тут вот как раз видно, что реплика 3 фактор, да, реплика фактор, то есть мы наше приложение будем в 3 копии запускать. Тут описаны вот эти вот ресурсы, типа жрать там 128 мегабайт оперативы, да, CPU там 100, Liveness проба, та самая, про которую мы говорили, Readiness проба, тоже вот тут описаны адреса этих проб, и контейнеры, из какого типа имиджа брать, то есть где-то кто-то сбилдил уже докер образ, и он сюда вот подставляется, он его выкачает и из него развернет, собственно, контейнер. И вот знакомство с этими концепциями — это первый уровень понимания кубера. Дальше уже можно лезть в Helm-чарты. Иногда приходится на работе писать эти Helm-чарты, что-то там править. С нуля навряд ли, но всякое бывает. Поэтому тоже можно в этом углубляться по мере нужды. Еще дальше идут проблемы с производительностью. То есть, когда у тебя, допустим, сервис лагает, то проблемы, как ни странно, могут оказаться не на уровне приложения, а на уровне инфраструктуры. Особенно, когда это какой-нибудь корпорат, да, и очень много серверов шерится между твоими сервисами, чужими сервисами, и вот на одной железяке куча разных сервисов хостится, и тебе нужно понять, слушай, а нам вообще хватает ресурсов-то для нашего сервиса, или нам на отдельно куда-то вынести? И бывает такая ситуация, что твой конкретно проект, его нужно на отдельном железке хостить, чтобы никто ему не мешал. Идешь, договариваешься с инфраструктурной командой. Если компания поменьше, то там и коммуникации будут, наверное, проще. Но тем не менее, это тоже нужно уметь выявлять. А выявлять ты это будешь при взаимодействии с кубером. Типа, брат, точно там, проблема в инфраструктуре, а не в том, что у меня просто медленно код написан, типа кубическая сложность в цикле. Последняя тема в 3-м уровне — это качество. Мы с тобой уже во 2-м уровне поднимали вопрос тестирования, тут чуть дальше пойдем. Небольшой дисклеймер. Понятное дело, что во многих компаниях вообще хер кладут на тесты. Где-то худо-бедно юниты есть, и то замечательно. Юнит-тесты, всему голова и все такое. Но если мы рассматриваем многообразие проектов, которые в IT присутствуют, надо понимать, что есть какие-то проекты в этапе роста.
Им сейчас важнее быстрее фичи пилить, чем стабилизировать работу. Какие-то проекты, они уже все устаканились, им нужно качество повышать, чтобы доступность была. Тогда тесты тут очень даже помогут, потому что они будут контролировать качество от релиза к релизу, чтобы она не спадала. Что стоит знать вообще про тесты? Мы про юнит-тесты с тобой уже поговорили. Это вот база, этих тестов должно быть больше всего. Они тестируют бизнес-логику без участия инфраструктуры. Нам наплевать, мы изолируемся от базы данных, от кэшей, от внешних клиентов и прочего. Есть интеграционные тесты. Их поменьше, но они уже тестируют именно с базой, например. То есть они на живую базу будут идти. Их сложнее оформлять. Ну, например, такая библиотека, как тест-контейнерс, Гошке для этого помогает. Это такая библиотека, которая под капотом у себя сама докер-контейнеры может поднимать для временных целей запуска теста. А вот end-to-end тесты, их вообще маловато, иногда их просто нет. Это как раз-таки тесты, которые могут как черный ящик твой сервис использовать. То есть они вот API дергают, ждут ответа и сравнивают с тем, что должно быть на самом деле. Как будто имитируют влияние пользователя. Стремиться сразу написать вообще все тесты, довольно глупая затея. Нужно по мере разработки скорее склоняться к тому, что юниты разрабы должны писать по мере написания кода, потому что они в логике понимают, да, и типа юниты накидать. А вот интеграционные тесты, если время позволяет, то было бы здорово еще и интеграционные накидать. Возможно, тестировщики бы этим занимались. А вот end-to-end, тестирование каких-то сценариев пользовательских, тут уже больше, наверное, QA занимается чаще всего. Прежде чем ты скажешь: да сколько можно уже, а? Очередной уровень. Я тебе скажу. Тут на самом деле не будет списка еще из 20 технологий, которые нужно знать к понедельнику. Нет. Тут на самом деле направление в мышлении скорее будет, какие-то такие вот вещи, которые приходят с опытом через год, 2, 3. Сеньором в одночасье сложно стать. То есть, безусловно, тебя могут нанять за эти бабки, там ты хорошо будешь получать, но если мы говорим про сеньора в классическом понимании, то есть вот именно хардового сеньора, да, или софтового, то есть квалификация именно как специалиста, то тут сложновато это быстро сделать, потому что нужно шишек понабивать на реальном опыте. 4-й уровень и первый отдельный скилл — это System Design. У крупных компаний на собеседованиях даже есть специальная секция System Design интервью, где они тебя попросят в течение часа спроектировать какую-то систему, обосновать выбор технологий, рассчитать нагрузку и прочее. Если мы говорим сугубо про собеседование, то вот тебе чек-лист, к чему нужно готовиться. Во-первых, нужно уточнять требования, и поэтому нужно вообще понять, какие требования бывают. Вот это дело освоить, там всякие RPC, нагрузка на базу, нагрузка на CPU, трафик и прочее. Нужно посчитать, после того, как ты все эти требования уточнил, функциональные, нефункциональные, посчитать, с какой размер, базы должен у тебя быть, стоит ли там балансировку нагрузки делать и так далее. Также дальше лучше бы API определить, какие у тебя ручки в системе будут, как ты их будешь дергать, какая взаимосвязь. После этого ты нарисуешь high-level диаграмму, то есть квадратиками. У нас база, тут сервис, тут кэш, тут очередь и так далее. После этого можешь углубиться в какую-то критичную зону. Обычно собеседующие сами просят что-то, а давай мы рассмотрим такой-то сценарий, либо ты можешь сам вести свой процесс. И самое главное понимать, что это собеседование, оно такое, коммуникативное. Ты накидываешь, уточняешь, спрашиваешь. Тебе, конечно, прямых ответов не будут давать. Но ты, если уточняешь что-то, говоришь, сколько тут трафика? 10 тысяч. И ты такой: окей, а кто эти люди? И так далее. Поэтому, конечно, для того, чтобы все эти схемы нарисовать, неплохо было бы и про разные базы данных понимать, про разное кэширование, разные виды масштабирования, всякие трейд-оффы. Трейд-оффы, если что, это компромиссы разные. То есть нельзя сделать идеальную систему, где ты чем-то пожертвуешь. И главная мысль, наверное, что интервьюер, он в данной позиции не ожидает какого-то однозначно правильного ответа, да его и быть-то не может при построении таких сложных систем. Он хочет оценить вот этот полет мысли, где ты там двигаешься, насколько ты всего много знаешь, какие варианты ты предлагаешь, насколько они уместны. System Design отвечает на вопрос, как там что проектировать. Но из чего это проектирование делать? Какие строительные блоки? И тут неплохо было бы познакомиться с паттернами распределенных систем. CQRS. Это паттерн, который старается разделить чтение и запись. Если у тебя сценарий чтения сильно отличаются от сценария записи, то неплохо было бы это как-то разделять. Например, у тебя данные пишут сервисы, а читают их данные не сервисы, а какие-то аналитики со своими сложными запросами. И они будут сильно грузить. И поэтому самый разумный вариант — писать мы будем в одну базу данных, читать из другой. Они между собой будут как-то синхронизироваться. Реплики разные. Еще подход, который может быть использован, это event sourcing. То есть мы не храним
текущее состояние пользователя, а мы храним историю его изменений. Как знаешь, типа в банке, они обычно не хранят вот этот вот баланс, то есть что у тебя там на счету 10 тысяч рублей. Они хранят набор операций, который происходил с какого-то момента, да, и они могут потом, посмотрев на этот набор операций, где-то ты списалась, где-то ты получил деньги, прийти к твоему балансу, то есть рассчитать. И это безопаснее для них, потому что, случайно что-нибудь там, конкурентные записи перетерли твой баланс и кирдык, хер восстановишь. А так у тебя есть полная история изменений, используя которую ты сможешь восстановить текущий баланс. Сага, паттерн, еще одна история, которая используется в распределенных системах. Вот мы с тобой говорили про транзакции в базе данных, да, типа там создаем, begin, rollback, commit и так далее. А что делать, если тебе нужно одновременные изменения, согласованные, сделать в нескольких сервисах? У них у каждого своя база данных. И тогда в игру вступают распределенные транзакции. То есть мы делаем такую цепочку вызовов. Делаем на первом сервисе запись в базу. И говорим, в какую-нибудь кавку пишем. Мы записали. Во втором сервисе. Ой, вы записали, да? Ну тогда мы тоже записываем. Дальше второй опять говорит, мы записали. Третий смотрит, вы записали? Я тоже попробую записать. И если, например, третий ломается, то тогда он уже говорит в кавку, я сломался. И те двое первых откатываются. А если все ок, значит они все фиксируются, и вот распределенная транзакция успешно завершилась. Сложная дичь, но иногда необходимо. Circuit Breaker. Это поменьше масштаб, наверное, но тем не менее вещь весьма полезная бывает. Ситуация. У тебя сервис принимает какие-то данные, пишет в базу данных. И вот база данных начинает лагать. Сеть лагает или она просто устала. И она начинает медленнее отвечать. Те, кто люди запрос подали, они дольше ждут ответа. А от этого увеличивается наплыв на сервис. Почему? Потому что люди там повторно кнопку жмут или типа того. База и так болеет. А нагрузка парадоксально еще больше возрастает. И еще сложнее становится. И вот Circuit Breaker решает эту проблему. У него есть порог срабатывания. Например, если он понимает, что процентов там 10-20, как настроишь, ошибочные, запросы, он берет новым запросом, запрещает вообще сюда лезть. Он говорит, позже идите, мы заняты. Там специальный код ошибки существует. И тогда клиенты, они такие, окей, через 5 секунд придем. И в моменте база немножечко отпускает, потому что нагрузка снизилась. И потом уже аккуратненько продолжается работа с этим делом. Еще два паттерна, которые частенько могут идти вместе с той же сагой в связке, но не только. Это Transaction Outbox и Inbox. Вот помнишь, мы про кавку говорили, что круто было бы гарантию доставки какую-то обеспечить и так далее. Мы тогда упомянули, что бывает два варианта, да, что либо продюсер пишет разочек и такой типа пофиг, записалось, не записалось. Второй вариант, когда он ретрает. Но он же ведь тоже бесконечно ретраить не может. Скорее всего, там какое-то ограничение будет. Раз 5 он там попробует и забьет хер. Если не записалось за 5 раз, сорян. А вот Transaction Outbox, он что делает? Он хранит в сервисе отдельную таблицу, Outbox Table. Получается вот какая штука. Мы сервисом не напрямую в кавку пишем, мы пишем в эту Transaction Outbox таблицу, из которой крон там раз в минуту, допустим, вытаскивает эти записи и пытается в кавку записать. Получилось, ставит approve, просто колонку в базе меняет. Не получилось, он еще раз попробует. Да он хоть до потери пульса будет пробовать. И у нас все они тут сохранены. И таким образом мы обеспечиваем гарантию доставки в кавку. Конечно, тут дублирование может возникнуть. И тут уже спасает нас Inbox. Inbox штука на другой стороне использующаяся, на стороне консюмера. И он как раз таки вот будет дубли отсекать. Помнишь, мы уже разбирали вот эту идемпотентность, когда он смотрит, если айдишник, похоже, уже приходил, не похожий, а одинаковый, то мы его отсекаем. Если не приходил, обрабатываем. Эту историю еще иногда называют дедупликация. То есть мы устраняем дубли. Тут, понимаешь, самое главное не выучить все эти паттерны, а понимать, когда их стоит использовать. Потому что у каждого из этих паттернов есть свои плюсы, минусы, компромиссы. Вот при проектировании систем важно постараться вот этот баланс компромиссов сделать оптимальным. С паттернами разобрались, теперь можно поговорить о данных. Мы, конечно, уже разбирали с тобой до этого Postgres, типа круто в него данные писать, но когда их становится много, и они имеют разный характер, тут, конечно, нужно задумываться вообще о хранилищах, потому что хранилища бывают очень разные. Бывают реляционные базы данных, как тот же Postgres. Для него там характерно использование связанных данных, типа они там таблицы друг с другом имеют какие-то взаимосвязи. Есть, допустим, Mongo, который документно-ориентированное хранилище, то есть имеет такую вложенную структуру, не нужно делать джойны из разных таблиц, а все сразу вместе во вложенной структуре хранится. Есть тот же самый Redis, который ключи значения хранит в оперативке, все быстро, круто. Есть базы данных, которые ориентированы на временные ряды. К примеру, в том же Prometheus, когда метрики хранятся, им же нужно таймстемпы хранить. Это своеобразный формат данных, и для него оптимизировали специальный вид хранилища, Time Series Database, которое
именно вот такие данные умеет хранить. Есть там всякие колоночные базы данных, есть базы данных, которые ориентированы на файлы. Все это нужно хотя бы верхнеуровнево понимать, какие есть варианты и в каких случаях это стоит применять, и по месту применять, исходя из вашего кейса. Возвращаясь к нагрузке, которая может возрастать, тут, конечно, тоже компромиссов полон рот. Часто в игру может вступать шардирование. Что такое шардирование? Идея такая: у тебя есть база данных, на нее до хрена идет нагрузки. Что делать? Нужно сделать, чтобы ее не одна была база данных. Нужно как-то разделить. Ну вот и берут и шардируют, то есть берут данные, которые тут есть, и делят по какому-то принципу на несколько кусков, на несколько шардов. Например, могут по какому-то айдишнику юзера поделить, или по айдишнику региона, как угодно. Все зависит от характера данных, которые там хранятся. И вот дальше, когда данные у нас сохраняются, мы этот параметр смотрим и понимаем, в какой из шардов поместить. Каждый из шардов меньше по размеру, чем вот одна база данных, которая была, и трафика на него меньше, потому что только часть на него трафика будет приходиться. И таким образом мы облегчаем. Вот само шардирование — это пиздец искусство. То есть там надо и ключ шардирования грамотно подобрать, и подумать о том, как ты будешь перешардировать в будущем, потому что количество шардов может меняться, добавляться новые и так далее. То есть вот тут вот этот принцип trade-off, он во всей красе начинает играть. Кроме того, чтобы данные на части поделить, неплохо было бы какие-то резервные копии хранить, какие-то реплики, да. Реплики тоже разные бывают. Бывает синхронная репликация, бывает асинхронная репликация, бывает репликация в стиле мастер-слейв. Есть один мастер, на который синхронизируется с другими слейвами, вот этими репликами. Есть мастер-мастер. Тоже есть всякие плюсы и минусы. В это тоже нужно вникать, углубляться, когда дело этого касается. И задумываться хотя бы верхнеуровнево. Понятно, что на инструментальном уровне ты можешь с этим капец много сильно не работать. Но тебе хотя бы какое-то понимание нужно про это иметь, чтобы, когда систему проектируешь, использовать эти знания, такой: так, окей, мы здесь используем эту базу данных, если что, мы ее шардируем, потому что у нас есть риск, что вырастет нагрузка. То есть, обрати внимание, я просто использую знания, которые общего характера, размышленческого. Я не думаю о том, что, ой, надо какой-то патроник кластер установить, а там в конфиге 25 надо написать. Нет, это уже по месту, как говорится, использования разберемся. Вот, кстати, интересный кейс Собеса. Тебе могут вопрос задать. У тебя есть, короче, таблица на 50 миллионов строк, и нужно добавить колонку телефонный номер. Ну и, казалось бы, что там делаешь, alter table, апдейт, и мы поехали. Но проблема-то в том, что когда ты делаешь alter table, как вот в первой строчке указано alter table user, add column, font, text. Поле-то не нулабельное, нужно, значит, дефолтное значение каждому проставить. Ну, там пустая строка будет. И прикинь, 50 миллионов записей. И чтобы все это сделать, нужно таблицу залокать к хренам, и по всем 50 миллионам Postgres сам начнет вот это ходить. Прикинь, на сколько времени он зависнет. И все это время все, кто будут долбиться в базу, они будут нахер посланы. Надо как-то хитрее делать. Поэтому правильный ответ на этот вопрос будет такой. Мы сперва добавляем вот этот phone, но нулабельным, то есть он не будет эти дефолтные значения проставлять. А дальше мы уже батчами, то есть кусками там по 10 тысяч, например, которые не сильно долго лочат, быстро вставляют, да, обновляем у всех телефоны. И тогда мы после этого сможем сделать отдельную миграцию, которая уберет нулабельность телефона, и теперь он станет обязательным. Итого у нас получится 3 деплоя. Первая миграция, где мы нулабельным делаем фон. Вторая миграция, когда мы его обновляем батчами. И третья миграция, где мы нулабельность убираем. То есть вроде 3 релиза вместо одного. Но зато даунтайма не будет. То есть мы не ляжем к хренам. С данными полный порядок. Но что делать с производительностью? Производительности-то ведь может и не хватить. Нужно как-то уметь замерять ее и понимать, где узкие места. И тут Go на самом деле хороший инструментарий подготовил. Есть такая утилитка, которая стандартно поставляется, называется pprof. Это профайлер, который можно подключить к своему приложению. Там достаточно быстро это подключается в пару строк. То есть вот есть такой пакет net http pprof. Мы можем его как отдельный http сервак поднять, и он нам будет собирать профили с нагрузки с нашего приложения. Он может как раз отслеживать, прям по функциям показывать, что типа вот эта функция выжирает столько-то оперативы, или вот эта функция нагружает CPU. И вы в эти узкие места сможете аккуратненько находить. То есть, по сути, пару строк кода добавил, а уже все как на ладони. Тут важно упомянуть, конечно, что в продакшн такое тащить немножко рискованно, поскольку время-то он все равно тратит на собирание профиля, и тем самым сам своей сущностью твою производительность сажает. Ну, потому что дополнительные действия происходят. Но если временно, то вполне можно, чтобы ты такую картину собрал, потом выключил и пошел анализировать, исправлять. Еще одним вариантом, как можно перформанс своего приложения проверить, это нагрузочное тестирование. Там вот всякие инструменты используются, типа Яндекс.Танка, K6 и прочее. Чаще, конечно, разрабы этим не промышляют. Там либо QA этим занимается, либо уже платформа настроена, в которой все очень просто это все дело сделать. Но бывает, конечно, люди и руками это все равно тестят.
Какие важные аспекты, наверное, учитывать при нагрузочном тестировании? Во-первых, важно, на каком железе все запускается. Понятно, что если ты будешь сервис тестить у себя на ноутбуке, то все ограничится мощностью твоего ноутбука, а не сервера, где будет в продакшене все это вертеться. Окей, ты такой скажешь, я буду грузить продакшн сервис, ну или там на стейджинге. Я в него буду запросы засылать со своего ноутбука. И тут теперь все ограничится опять мощностью твоего ноутбука, потому что в нагрузочном тестировании важна мощность не только самого сервиса, ну вот этого сервера, на котором сервис крутится, но и мощность пушки. Пушка — это вот то, откуда запросы идут. И потому что это тоже очень большая нагрузка, интенсивно херачить трафик. И твой ноутбук может просто не справиться. Допустим, хочешь ты 10 тысяч запросов сделать, и может быть твой сервис бы и выдержал 10 тысяч запросов, но твой ноутбук не может столько генерировать, он не может за минуту там 10 тысяч сделать, он может только 5. И ты такой, ой, 5000 лимит, и ты сделаешь ложный вывод о том, что сервис херовый, а на самом деле просто надо было пушку делать тоже на каком-нибудь сервере помощнее. Вот мы цифры с тобой измерили, да, время ответа там узнали, сколько он трафика выдерживает. А это хорошо или плохо? Вот типа вот он отвечает 100 миллисекунд, это быстро, мало, хз. И тут вот начинается разговор про обязательства. Есть, короче, 3 таких показателя: SLI, SLO и SLA. Давай начнем с SLA. SLA — это, по сути, внешнее обещание, которое ты даешь каким-то своим клиентам, что все, базару Джексон, у нас все будет работать. SLO — это уже внутренняя цель, потому что клиенту нахер вот эти цифры не нужно, 99,9, ничего не знаю. Клиент хочет, чтобы у него тупо все работало бесперебойно. И ты говоришь, внутренняя цель у нас с вами 99,9%. Что это такое? Это доступность. То есть 99,9% времени наш сервис не лежит, а корректно отвечает. А вот SLI — это текущее его значение вот этого показателя. Типа вот конкретная метрика: 99,2% запросов отвечают быстрее, допустим, там 200 миллисекунд. Ну и вот такие классические цифры, да. Если у тебя SLO 99,9, или это еще говорят 3 девятки, то тогда у тебя даунтайм в месяц 43 минуты, а за год 8 часов ты будешь лежать. Если у тебя SLO 4 девятки, то есть 99,99, то в год ты будешь лежать всего лишь 52 минуты. И тут важно понимать, что если 99 просто это стоит, допустим, X, то 99,9 уже будет раз в 10 дороже реализовать. 4 девятки реализовать еще дороже раз в 10. А вот какой-нибудь Amazon вообще 5 девяток реализует. Ну, прикинь, какие бабки надо вбухивать, чтобы у тебя сервис ни на минуту не ложился в течение года. Там, ну, не на минуту, там несколько минут. И в разрезе этих показателей возникает такой термин, как бюджетные ошибки. То есть вот, к примеру, есть у нас SLO 99,9%. Следовательно, 0,1% это бюджетные ошибки. Ну и получается, и мы его замеряем. Если у нас в моменте он начал просаживаться, то есть мы выжираем этот бюджет, то все, нафиг, стопаем релизы, давайте чинить, давайте настраивать, что-то пошло не так, что-то надо баги фиксить. На собесах могут задать вот такой вопрос. У вас бюджет ошибок исчерпался на 80%, но вам срочно нужно какую-то фичу в продакшн катить. Что делать будете? Тут, конечно, от кучи параметров зависит, но такой конвенциональный ответ скорее будет, что мы замораживаем релиз фичей, потому что новая фича сейчас выкатится, мало ли что с ней тоже не так что-то, и мы вообще выжрем к хренам этот лимит на ошибки, вот этот бюджет наш, и тогда бизнес до нас уже будет докапываться. И с точки зрения пользователя, ну то, что мы фичу сейчас не выпустим, не так, наверное, страшно, а если мы просрем доверие пользователя, что у нас ни хера не работает, вот его вернуть уже будет сложнее и дороже. Ну и зачем сеньору это знать? Да потому что сеньор принимает решение, катить сейчас или не катить, делаем мы этот релиз, не делаем. Потом он будет, блядь, с Team лидом обсуждать вот эти вот наши бизнес-цели. Короче, это штука, которая погружает чуть глубже в логику самого продукта и обслуживания этого продукта на долгой дистанции. После того, как выставили SLO, надо подумать о том, на какой платформе все это дело наше крутится. Мы уже обсуждали Kubernetes и прочее, но это лишь часть истории. Тут, наверное, стоит поговорить о том, какая разница есть у российских бигтехов с западными компаниями. Вот у российских бигтехов чаще всего внутри какие-то свои платформы реализованы. Там у Озона одна, у Авито другая. Понятное дело, что внутри там тоже все знакомые инструменты, и Kafka, там и Postgres и прочее, но обтянуто каким-то своим UI, своими какими-то платформенными библиотеками, с которыми нужно тоже привыкать. А вот если вы на Запад пойдете на какие-нибудь валютные удаленки устраиваться, скорее всего они публичные облака используют, типа какого-нибудь Google Cloud, Amazon, AWS или там Azure от Microsoft. И поэтому нужно научиться с ними работать, если вы хотите там устроиться работать. Вы, допустим, привыкли в каком-нибудь Яндексе сидите и такие: ой, да у нас тут свои какие-то штуки, свой гид, ой, как классно, песня Яндекс.Облако, а туда приходите, а там AWS. И в целом-то вы, конечно, да, вы, понятно, концепции общие понимаете, но вас что-нибудь спросят, типа, а что там за IAM в AWS? И вы такие, ну... Я что-то как-то хз, точно не знаю. Ну, блин,
Если хочешь туда устроиться, посиди недельку-другую, разберись, лишним не будет, зато будешь круто выглядеть. Технологии разобрали. А теперь поговорим о том, о чем обычно в технических родмапах не говорят. А зря. На самом деле это тоже определяющая история. Она определяет даже не только, станешь ты сеньором или нет, а в целом какой-то успех по жизни, в карьере. Технологии — это полдела. Вторая половина касается коммуникативных навыков, софт-скиллов. И чем дальше ты поднимаешься по карьерной лестнице, тем больше возрастает их значимость. Коммуникация, переговоры, сложные проекты, в них вовлечены же обычно десятки, а то и сотни человек. С каждым нужно договориться, с одной командой проинтегрироваться. И все это какие-то коммуникации, там человеческие факторы. Нужно всех их как-то объединить, вместе порешать, потому что, блядь, от тебя результат зависит. То есть по факту нужно адекватно уметь и свою позицию доносить, и слушать позицию других, принимать критику, давать критику. В ту же кассу идут всякие ADR, это такие специальные технические документы, которые готовятся, когда мы какую-то большую фичу делаем, нужно сперва дизайн-документ подготовить и дать на ревью всем остальным. Это тоже ведь и техническое проявление, и коммуникативное, чтобы со всеми все согласовать, получить опять же фидбэк. Немаловажным становится и visibility. Это способность показать результат своего труда. И нет, это не выпендрёж, там, не нарциссизм, нет, это как раз таки отдельный навык. Просто понимаешь, если ты сделаешь что-то очень крутое, но никто об этом не узнает, то тебе потом это и не зачтется. Нужно уметь презентовать результат своего труда. Типа, чуваки, смотрите, я сделал это решает эту проблему, это круто, это здорово. Да, на этом можно паразитировать, что типа есть человек, который только языком молит, а на самом деле ни хера не делает. Ну так он хакнул эту систему. Но это не отменяет того, что ты, если ты крутой специалист, то нужно сидеть, молчать в тряпочку. Тебе тоже нужно делать так. И ты должен у этого халявщика тогда уж тоже вырывать инициативу, потому что если он мало работал и так классно представляет результат своего труда, и ему за это причитается потом, то если ты круче него работал, то даже если ты также представишь результат своего труда, ты его за пояс заткнешь. В чем проблема? Учись. Теперь немного про корпоративную реальность. Чем выше ты поднимаешься в корпоративной цепочке, тем больше ты вовлекаешься в эти корпоративные игры. И, честно сказать, корпоративные игры во многом это клубок змей, потому что далеко не всегда человека по труду оценивают. Где-то просто с кем-то важным человеком контакт наладить и тебя повысят, где-то там с кем-то договориться, где-то у кого на глазах повидаться. А может, ты уже и работаешь хорошо, да, а тебя не оценивают. Короче, куча нюансов, куча каких-то человеческих факторов, манипуляций, кумовства и прочего. Относиться к этому можно по-разному, можно об этом сплетничать и рассуждать, но тут важно для себя сделать выбор, нравится тебе эта игра или нет. Если тебе эта игра по душе, то странно сетовать на ее правила. Ты просто осваиваешь эти правила и начинаешь всех на этом поле выигрывать, да, или как пытаться это делать. Если тебе эти правила не нравятся, ты, конечно, можешь побунчать, побубнить и порассказывать охерительных историй, но сделать ты с этим ни хера не можешь. Либо ты играешь по этим правилам, либо ты идешь нахер, и корпорат тебя сожрет. Вот взять тот же самый перформанс-ревью, который в корпоратах проводят там раз в год или раз в полгода. Да, он зачастую бывает несправедливый, типа неправильно оценили, но все это работает в логике правил этого мира. Если ты их начинаешь понимать, что нужно где-то кому-то там, не знаю, лишний раз на глаза показаться, сказать: смотрите, возьмите, оцените мою какую-то штучку на ревью, потом запомните этот человек, другому руководителю покажет, третьему, и вот ты уже у всех на слуху. Ваську-то помните? Ой, да Васька хорош. А хуй его знает, что этот Васька сделал-то. Ну просто он пиздатый, он тут везде вертелся, что-то делал. Вроде крутой парень, давайте его повышать. Ну и последняя тема перед финалом — это карьеры и бабки. Давайте только без воды, сухо по фактам пробежимся. Вот нам ребятушки из Селекти и Headhunter сообщают. Конкуренция выросла за последние годы. Вы, наверное, и сами это чувствуете. Больше людей ринулось в IT. Отсюда и конкуренция растет. Вакансий меньше, людей больше, пазл сложился. При этом 55% опрошенных в этих исследованиях говорят о том, что они не верят в повышение на рабочем месте. Они считают, что лучше поменять работу и зарплата вырастет больше. При этом та же самая Хабр Карьера говорит, что зарплатный рост весьма замедлился за последний год. Тут странная какая-то ситуация, да, получается. С одной стороны, вроде зарплаты не растут, что тогда работу менять? С другой стороны, вроде говорят, надо менять, а то что сидеть на одном месте? И кто-то может сказать, секрет просто в балансе. Сиди на одном месте до тех пор, пока оно тебя развивает. А как только ты чувствуешь, что оно перестало развивать, ты уходишь в другое место. Так-то оно и так. Но как раз таки текущее место, его сотрудники, всякие там HR, твой тимлид,
они нацелены на том, чтобы поддерживать у тебя вот это чувство, что ты еще не все выжил, не весь максимум развития получил от этой компании. Достигаться это может быть и реально объективными вещами, что типа проект реально крутой какой-то тебя ожидает, а может манипуляциями. И все это может сопрягаться с тем, что у тебя и зарплата-то еще херовенькая. Поэтому секрет ни хера не в балансе, секрет в осведомленности. Вот тебе нужно мало того, что технически прокачиваться, чтобы становиться лучшим специалистом и стоить дороже, и при этом регулярно держать руку на пульсе рынка, ходить на собесы и просто сверяться. Блин, слушайте, я вот уже такое умею. А тебе говорят, ну круто, теперь мы готовы за это платить столько-то. И ты такой, а мне там мало платят. Пойду, значит, к вам. Или там тех попрошу, чтобы они мне денег накинули. Ну и, соответственно, вот ты так калибруешься регулярно. При этом то, что ты ходишь на собесы, вообще никак не отрицает то, что ты растешь технически и реализуешь крутые проекты. Делай, пожалуйста, просто нужно делать это комплексно. И в этом направлении, и в этом, и в карьерном, финансовом, и в хардскилловом. Иначе ты рискуешь просто в какой-то дисбаланс скатиться. То есть ты можешь просто быть крутым инженером, вообще круто делать, на тебе будут ездить. Получать ты будешь 50 тысяч и ходить в рваной жилетке. Когда ты знаешь свою рыночную стоимость, ты решения свои принимаешь из позиции силы. Ты такой, нет, чуваки, я сходил, я к этим сходил, к этим сходил, к этим сходил, я общую картину составил, я знаю себе цену, ни хера подобного, какие 300, 400. Окей, я вначале тебе обещал, что мы поговорим про AI. Типа, нафига нам нужна вот эта роудмапа в эпоху AI, когда он за нас все сделает. Так вот зачем. Начнем с небольших фактов. Stack Overflow тоже тут проводил исследования на эту тему, спрашивал у разрабов, насколько они довольны искусственным интеллектом. Вот 66% говорят, что, ну нет, типа, круто, он там пишет код, конечно, но у них возникает вот этот самый продуктив tax. Ну, типа, налог на продуктивность. Что, типа, AI ты вроде нагенерил всякой фигни интересной, но потом кучу времени за ним подчищаешь. Безусловно, эта вещь будет со временем уходить, и меньше нужно будет за ним подчищать. Сейчас уже даже этот Opus 4.6 что творит, господи. Тем не менее, AI делает то, что ты от него, в общем-то, просишь во многом. Отсюда вытекает мысль, что AI выступает множителем твоих скиллов. То есть, если у тебя скиллы на нуле, то ты 0 будешь умножать на 10. То есть задача разработчика все больше сводится не к написанию тупому кода, да, а управлением этого AI. И тут на передний план как раз таки выходят такие навыки, как систем дизайн, проектирование системы, качество кода полноценное. Ну, например, то же самое, да, ты хочешь AI загнать в какие-то рамки. Такой, пусть он тесты пишет. А ты тут вспоминаешь, будучи квалифицированным чувачком, что есть такой подход TDD. Сперва тесты пишем, потом на него код. Очень хорошо на AI ложится. Или, допустим, AI тебе предлагает какую-то реализацию. Ты такой, нет, знаешь, брат, я, исходя из своих параметров, знаю, что тут не подходит. Давай мы все-таки Postgres на Cassandra заменим. И вот вы вместе в связке как раз делаете что-то крутое. Но эта связка будет хорошо работать только в том случае, если ты квалифицированный кадр. Конечно, полно исключений, когда ребята просто приходят, дают 350 тысяч, там 400, и они просто херачат в курсоре и получают свои бабки, да классно, господи, пользуйтесь. Просто на дальней перспективе надо иметь у себя в голове мысль, то что вы сейчас типа крутые такие с курсором, и у вас конкурентное преимущество перед теми, кто не юзает курсор, оно, скорее всего, со временем-то улетучится, потому что все будут это использовать. И тогда нужно новое конкурентное преимущество. А вот эти знания, которые я перечислил, вполне под это подходят. Итак, у нас с вами получилось 4 этапа от собеседования до senior уровня. Уровень 1. Синтаксис, горутины, HTTP, Postgres, минимум, чтобы пойти на собес. Уровень 2. Докер, обработка ошибок, архитектура, S-log, в виде структурированных логов, Redis, Kafka, внешний API, первые месяцы на работе. Уровень 3. Микросервисы, gRPC, Observability, Graceful Shutdown, Health чеки, CI/CD, Kubernetes, продакшн мышление, более зрелые продукты делаем, которые нам не трахают мозг по ночам. Уровень 4. System Design, паттерны, SLI, SLO, облака, софт-скиллы, карьерный рост. И именно этот уровень становится важнее всего в эпоху AI. Это не чек-лист, что нужно обязательно вообще все тут знать. Это карта, по которой ты можешь двигаться. Глянул такой, мне этого не хватает, пойду туда, пойду к следующей точке и так далее. И главный совет, не учи все по списку. Возьми проект и учись тому, что нужно в конкретно этом проекте. Нужно там HTTP, Docker и Postgres. Сделай. Понадобится Redis. Прикручивай. Херакс, и за один проект ты уже 1,5 уровня прошел. Ну круто. Нужно использовать технологии, когда они нужны,
а не вымучивать примеры. Пройдет там полгода вот таких вот игрищ со своим проектом, да? Ты этот ролик ты уж, может, и не вспомнишь, а знания, которые ты на проекте освоишь, они с тобой останутся. Итого, если готовишься к собеседованиям, то тебе подойдет курс «Го прорвемся», 90 задач с реальных собеседований, ссылка в описании. А если хочешь реально собрать большую систему из 6 микросервисов с всякими разными технологиями из гошного мира, то тебе подойдет курс по микросервисам. Микросервисы как BigTech 2.0. Уже 300 человек прошло, ссылка в описании. Если было полезно, ставь этому ролику лайк и подпишись на канал. И напомню, что PDF-ку на эту роудмапу можно получить по ссылке в описании. А вот тут сейчас вылезают 2 ролика, которые неплохо дополняют этот роудмап. Посмотри оба, не пожалеешь.